Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами простым домашним способом приготовления ароматных вяленых томатов в духовке. Не обязательно покупать этот недешевый деликатес. Конечно, настоящие итальянские томаты сушат на солнце, но и в духовке они получаются не хуже, а может еще и лучше, так как вы можете добавить свои любимые специи и травы. Медленное высыхание делает томаты насыщенными, очень ароматными. Их можно добавлять в самые разные блюда – салаты, соусы, даже в борщ и супы, а также в фокаччу и другую выпечку. Они придают особую пикантность и изюминку своим насыщенным вкусом. И для рецепта мне понадобится в первую очередь подготовлю томаты. Я использую вот такие мясистые томаты. Безусловно, сюда для этого рецепта прекрасно подойдут томаты-сливки. Но у меня здесь во Вьетнаме таких томатов не купить, поэтому использую то, что есть. Помидоры у меня такие довольно крупные, поэтому я их буду разрезать на 4 части. Если помидоры небольшие, разрезаем пополам. Теперь еще один нюанс. Очень часто при приготовлении таких вяленых помидоров из них достают мякоть. Я это не делаю, так как я люблю томаты более сочные, а не так, чтобы осталась одна кожица. Итак, подготавливаю все томаты. У меня здесь примерно 1 кг 600 граммов помидор. Обычно я готовлю столько томатов, сколько помещается на один противень. Противень я выстелила пергаментной бумагой и теперь выкладываю в один слой помидоры. Помидоры солю. Это нужно для того, чтобы они отдали всю свою вот эту лишнюю влагу. Не надо слишком много соли, но просто вот таким образом все присаливаю. И также добавляю сахар. Лучше всего солить и добавлять сахар именно руками, чтобы на каждый помидор попало и сахар, и соль. Сахар, конечно, нужен для баланса вкуса, так как помидоры зачастую они кислые. Но, конечно, вы корректируйте по вкусу. Если у вас помидоры совсем такие сладкие, добавляйте меньше сахара. И теперь добавляем разные вкусовые добавки. Специи, чеснок. Именно то, за что ценятся эти помидоры. За их богатый вкус, богатый аромат. Я сейчас режу несколько зубчиков чеснока такими довольно крупными кусочками. Чеснок разбрасываю сверху на помидоры. И теперь добавляем различные травы. У меня здесь сушеный тимьян. Кстати, этот тимьян я сама сушила. У меня здесь даже попадаются веточки. Если есть свежий тимьян, прекрасно, используйте свежий. У меня в данном случае его нет, но сушеный также прекрасно подойдет. Также у меня есть базилик свежий. Я его просто рву руками. Он также даст свой замечательный аромат. Вот эти веточки, кстати, тоже можно положить, потом их уберу. И добавляю розмарин. У меня свежий. Если нет свежего, добавляйте сушеный. В общем, надо добавить самые разные травы, какие вы любите. Нравится вам аромат розмарина? Добавляйте. Не нравится? Не добавляйте. Уже красиво. И сейчас весь этот натюрморт я слегка сбрызгиваю оливковым маслом. Помидоры я отправляю в духовку, разогретую до 80 градусов, примерно на 5 часов, чтобы они подсушились. Периодически я буду проверять, как себя они ведут в духовке. Хочу показать один довольно важный момент. Можно сказать, что это такой секрет небольшой. После того, как помидоры уже какое-то время постояли в духовке, они подсыхают и как бы закупоривают в себе вот эту влагу. Поэтому я просто ножом слегка здесь подрезаю помидоры, и тогда влага быстрее выходит, и помидоры будут быстрее сохнуть. Рекомендую это сделать. Причем сделать это можно именно когда уже помидоры чуть-чуть подсохли. И также я рекомендую периодически открывать духовку, чтобы выходила лишняя влага. Ну вот, как говорится, не прошло и 6 часов, и томаты у меня уже готовы. Посмотрите, как они хорошо подсохли. Они получаются очень нежные и вместе с тем сочные. Вот именно такое медленное высыхание дает им очень насыщенный вкус и аромат. Конечно, вот эти вот травки, базилик, он так подсох, имеет не такой хороший презентабельный вид, поэтому я эти травки снимаю. Они мне
больше не нужны. Они отдали весь свой прекрасный аромат. И обычно такие томаты я храню либо в морозилке, складываю их в zip-пакет и отправляю в морозилку, либо храню их в банке в холодильнике. Я буду перекладывать томаты в банку. У меня это чистая простерилизованная банка. Я перекладываю сюда томаты. Какие они замечательные. Как я уже сказала, вот этот вот базилик и розмарин я снимаю. А чеснок, как видите, вот так хорошо подсушился, и я его тоже буду добавлять в банки. Он даст свой приятный аромат. И также еще я буду добавлять и свежий чеснок. Чеснок я порезала вот такими тонкими пластинками. У меня его здесь довольно много. Конечно, чеснок добавляйте по своему вкусу. Итак, я выкладываю в банку немного помидоров, добавляю чеснок и теперь снова добавляю помидоры. И, конечно, таким образом я укладываю все помидоры в банку. Мне осталось поместить буквально еще пару помидорок. Немного стряхиваю банку и добавляю все оставшиеся помидоры. И теперь всю эту красоту осталось залить оливковым маслом. Прямо по самый верх, чтобы оливковое масло покрыло помидоры сверху. Оно выступает натуральным консервантом. Масло, которым заливаете вяленые помидоры, обязательно должно быть вкусным. Такие помидоры могут очень долго стоять в холодильнике. Но на самом деле долго они не стоят, потому что я всегда добавляю, например, их и в салаты, и в соусы, и пеку с ними фокаччу и другую выпечку. Это, конечно, очень вкусно. Доливаю растительное масло и закрываю крышку. Теперь жду, когда все остынет, и отправлю в холодильник. Конечно, красота. Из этого количества ингредиентов у меня получилась вот такая 700-миллилитровая банка вяленых томатов. Как только они остынут, их уже сразу можно кушать. И как же вкусно подать такие томаты с кусочком хлеба и с сыром. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте и попробуйте. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда. Или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта.